Привет-привет! Меня зовут Людмила, и с вами Таро в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор, и название к нему звучит так: «Он о вас самому себе». Мы сегодня будем смотреть только одну ситуацию, только на одну позицию, поэтому внимательно слушайте сигнификацию. Итак, посмотрим, что за мужчина к нам пришел, что за ситуация между вами, да, и если вы себя сейчас узнаете в этой сигнификации, после этого вы можете прослушать, да, что же человек думает о вас, как он сам себе вас представляет, да, что он чувствует. Все то, что он может сказать о вас самому себе, не вам, да, не пытаясь там как-то хвост распушать свой, а именно самому себе. Итак, перед нами кубковый король, очень такой, знаете, зацикленный на себе, зацикленный на том, чтобы ему было хорошо. Человек, который любит удовольствие, любит вкусно кушать, мягко спать, красивых женщин, чтобы все было эмоционально, чтобы ощущать себя как-то, знаете, значимым, важным. Вот. И здесь вот все, что человек делает, все, что человек продуцирует из себя в этот мир, да, все это зациклено на его собственной персоне. Здесь человек и я, да, то есть я, эго. Сначала идет я, а за ним приходит этот человек. Вот, значит, он может быть очень невзрачной внешности. Ну, такой, знаете, там маленький, плюгавенький, незаметный какой-то, или там толстенький, лысенький, непонятный. Но при этом всегда удивляет его отношение к своей внешности. То есть человек себя как будто бы несет. Вы знаете, как будто бы на нем корона, и вот пришел король, давайте все кланяйтесь, понимаете? И, возможно, вы не раз задумывались на тему, собственно говоря, а с чего он так себя несет, а с чего он так много о себе думает. А вот этот маленький плюгавенький мужчина обращает внимание на очень ярких, на очень красивых и плюс к этому успешных женщин. Потому что внутри себя он не маленький плюгавенький. Внутри себя он как раз-таки и есть тот король, да, которого он из себя строит. Ему кажется, что он заслуживает всегда самого лучшего, что он заслуживает большего от этой жизни, понимаете? И поэтому он обращает внимание на очень классных женщин. И более того, он умеет так себя повести и так себя преподать, что эти классные, успешные, реализованные женщины обращают на него внимание. Понимаете? То есть то ли здесь какая-то наглость беспрецедентная, когда мужчина, вы знаете, вот он просто нагло лезет вперед, и женщина от удивления сдает позиции, типа да ладно вообще, что происходит. Вот. Или может быть вот эта кубковость, эмоциональность, то, что он видит в женщине недостаток, что у нее есть недостаток в эмоциях, в любви. Деньги есть, профессия есть, бизнес есть, а любви нет, да, и он дает ей то, что ей не хватает. Но то, что при всей его какой-то неказистой внешности, при том, что он по жизни неудачник, денег, я не думаю, что у него есть здесь деньги, здесь человек, тем не менее, пользуется успехом действительно у очень крутых женщин, очень классных и самодостаточных женщин. Значит, что еще здесь можно сказать? Он всегда говорит о своих бывших очень плохо. Он, может быть, не один раз уже был женат.
Но в любом случае у него очень много отношений было с женщинами, да, и он всегда начинает как-то сравнивать не в пользу своей бывшей, когда он говорит, да, допустим, о неких ситуациях, что вот, слушай, ты готовишь борщ лучше, чем моя бывшая, у бывшей вообще руки из задницы росли, о, у тебя такие красивые ноги, а вот я жил там с одной, боже, такая кривоногая баба была. То есть вот он все время унижает тех, кто был до вас. И поначалу это кажется каким-то, знаете, ну вот подтверждением вашей уникальности, да, что вот, ну да, я лучшая, я классная. Но на самом деле это тоже наживка. То есть он играет на чувстве вашей значимости ровно вот для того, чтобы вы на это подсели. Чтобы потом, когда он начнет вытирать ноги о вас, или мало ли что он там использовать, да, абьюзить как-то, чтобы вы начали ему доказывать, что вы лучшая, в ожидании того, что он когда-то вас снова поставит выше остальных. Понимаете? Тут какая идет игра. Значит, что еще за мужчина? Мужчина, который говорит о том, что у него высокая духовность, что он думает о душе. Может быть, человек пишет стихи, книги, и у него очень хорошо развит вот этот вот, знаете, момент донести свои мысли. Все это кажется очень распространенным, очень красивым. И всегда про душу, про сердце, про значимость, про какие-то смыслы. Это что-то такое возвышенное, да, на что вы тоже очень сильно можете вестись. Да? То есть он такой, все мужики вот про жезлы свои, да, про страсть, а я-то не про это. Я про душу. Ты знаешь, я ищу себе серьезных отношений. Я ищу себе женщину с душой. Ты очень похожа на женщину с душой. Ты уникальная, ты другая, ты не похожа ни на кого. Это не я такой хороший, это ты лучшая. Понимаете? То есть это его позиция. И очень часто он ищет себе замужних женщин. Именно замужних. Не для того, чтобы их уводить из семьи, а для того, чтобы не вкладываться, не обеспечивать, чтобы использовать их эмоциональность, их потребность в любви, в эмоциях, да, в собственных целях и не платить за это. Да? Может быть, он ищет женщин для секса, может быть, он ищет женщин для того, чтобы они его обеспечивали. Да? Для разных целей здесь может быть вот этот поиск, да? Но это чаще всего именно замужние женщины, чтобы не нести потом ответственности, чтобы не делать никаких вложений, не нести ответственности. Хорошо. Он о вас, самому себе, что же он там о вас думает, да, сам с собой наедине. Вы, скорее всего, и есть замужняя женщина, у которой в браке все стало сереньким. Все стало каким-то таким, знаете, днем сурка. Я бы сказала так. Ну, что он здесь говорит о вас? Он говорит, она очень стабильная пентаклевая королева. Красивая, спокойная, наполненная. В принципе, у нее есть все в этой жизни. У нее есть семья, есть муж, официальный брак, как он говорит. Но она погрязла в своем быту. Да?
Она погрязла в этих отношениях, которые никуда не ведут. Она живет в состоянии одиночества вдвоем. И внутри нее море нерастраченной любви. Конечно, ей тяжело, да, носить в себе эту любовь и никому ее не отдавать. Значит, ей хочется почувствовать себя вновь любимой, вновь молодой, страстной. И я тот самый человек, который может ей это дать. Я очень хочу ей нравиться, я очень хочу, чтобы она была в зависимости от меня, чтобы она ждала моих сообщений, чтобы она хотела со мной как-то вот то ли переписываться, то ли встречаться по жезлам. Вот, чтобы она была на это согласна и с радостью на это шла. Вот, значит, также он говорит о том, что вот при всем том, что первоначально он считал, что вы легкая добыча, то есть он реально считал, что вы легкая добыча, потому что вы истосковались по ласке, вы истосковались по вот этой собственной сексуальности, да. Оказалось, что все не так просто. То есть он говорит, я думал, мне будет легче. Я думал, что достаточно, может быть, знаете, каких-то поцелуйчиков в сети, каких-то открыточек с цветочками, да, с 8 марта, пух, вот, чтобы ее завоевать. Но оказалось все сложнее. То есть здесь человек увидел вас, более глубокого человека, чем он ожидал увидеть. Ему казалось вас очень просто завоевать. А оказалось, это не так. Что еще он говорит сам себе о вас? Что он еще думает? Он думает о том, что работа непочатый край. Да? То есть, грубо говоря, по легкости не получилось, место в карьере не получилось, женщина оказалась более глубокой, более сложной, но у него есть притяжение, и у него есть потребность по дьяволу. Интересно, какая потребность по дьяволу у него? Ну, в эмоциях пока я вижу. В эмоциях. И он должен сам себе доказать, что он крутой мужик. Вы, скорее всего, не даетесь ему. Здесь были какие-то подходы к вам. Он пытался вас завоевать, как он считал. Он пытался применить там какое-то свое очарование и так далее, но ничего не получилось. Он от вас что-то не получил. Может быть, секс, может быть, любовь. Может, он рассчитывал, что вы там влюбитесь в него до усрачки, да? Может быть, деньги. Но здесь, кстати, про деньги, ну, я не вижу какого-то разговора о деньгах. Здесь скорее разговор все-таки об эмоциях и о сексе. Что-то не получил. Хотел с места в карьер, хотел по-быстрому, не вышло. И он такой типа, ну ладно, с первого раза не вышло, но мы тоже парни здесь непростые. От этого стало еще интереснее завоевать эту женщину. Еще больше хочется продавить свои интересы. Будем работать, говорит он. То есть человек будет продолжать, да, какие-то действия в вашу сторону определенные для того, чтобы все-таки добиться своего. Хорошо. Давайте посмотрим, а что он сам себе говорит о чувствах к вам. Что он сам себе говорит о чувствах к вам. Что он сам себе говорит о чувствах к вам. Угу. Понимаете, ввиду того, что здесь очень нарциссичный человек, у него здесь работает один момент. Женщина, которая ему еще не досталась,
женщина, которая его, может быть, как-то, знаете, бортанула, отказала ему, стала для него недоступной, она возводится на какой-то пьедестал. То есть то, что достается легко, не представляет ценности. То, что достается с определенными сложностями, да, очень ценно для него. Короче говоря, здесь мужчина говорит о том, что вы для него некий идеал. Причем идеалом вы стали не сразу, а именно когда вы ему отказали, не позвонили, не написали, может быть, заблокировали его. Первоначально он вас воспринимал как мягкую кубковую королеву, да, то есть у него было притяжение к вам, эмоционально хотелось вот как-то зажечь что-то такое, чтобы между вами произошло, понимаете? Вот. Но как только вы не удовлетворили его страсть, здесь даже может быть такое, что была беседа, в которой он начал вам там жезлы кидать, да, хорошо, если не дикпики, где вы просто взяли его, заблокировали после этого. Или сказали, слушай, ты что там вообще охренел? Ну, то есть как-то была некая ваша реакция. Реакция, где вы сказали нет. И в этот миг вы стали императрицей. Понимаете? То есть в этот миг, когда вы сказали нет, отказали, когда он понял, что не все коту масленица, вдруг вы взлетели до высот невиданных. Вот он, мой идеал, подумал он. Вот. И поставил вам памятник нерукотворный. Значит, этот человек считает, что если бы у него каким-то образом с вами сложились отношения, и вы стали бы его настоящей императрицей, то бишь женой, то вот с вами было бы офигительно круто. Вот с вами была бы настоящая десяточка кубков. Но вот беда, у вас есть муж. Да, куда его двигать-то? Не двигается он, как скала стоит ваш муж. Вот. И здесь, понимаете, очень интересный психологический контекст этих ощущений у него присутствует. На данном этапе мужчина возвел вас в какой-то идеал, очень сильно вас идеализирует, придумывает, какая вы, придумывает, какие могли бы быть с вами отношения, и думает о том, что вы та самая, кто мог бы сделать его счастливым. Поэтому нужно обнулить вашу жизнь, убрать этого мужа, убрать ваше какое-то прошлое и затмить с собой все. Вот он над чем работать-то собрался, понимаете? Но высшие силы через карты рассказывают нам о том, что счастья никакого здесь не будет. Что для него это доказательство себе, того, что он очень крут, что он единственный во Вселенной, ради которого женщины могут бросать мужей, переезжать в другую страну и так далее. Но если вы реально на это все поведетесь и пойдете, вы тут же с этого идеала императрицы рухнете вниз и станете кубковой королевой жертвой. Королева, которая ждет, которая любит, отдает, а он тут же станет холодным, игнорирующим мужчиной. Сейчас у него стадия идеализации, но он уже знает, как он вас обесценит, как он вас опустит вниз, как только вы станете его женщиной. Понимаете, здесь идет сразу некий такой, знаете, так как мы смотрим чувства, я бы сказала так, человек предвкушает и смакует момент вашего унижения, вашего падения с этого пьедестала, когда вы сдадите свои позиции, скажете ему о том, что вы его любите, а еще лучше, если вы ради него разрушите свою жизнь. Понимаете? Если удастся вас развести с мужем, ничего вам не обещаю, он не будет ничего обещать.
Значит, если удастся вас заманить в свои сети, вот вы буквально, знаете, как бы будете думать о том, что у вас новая жизнь, о том, что вы встретили любовь всей своей жизни. То есть вот он собирается создать эту иллюзию для вас. И вы разводитесь с мужем, или какой-то скандал происходит. Вот вы с чемоданами, собираете чемоданы, звоните ему и говорите там: Егор, не знаю почему Егор, да, у кого-то, конечно, не Егор, но тем не менее выплыло имя. Я готова, я вот все, я подала на развод, я с чемоданами стою, я двигаюсь к тебе, мы сейчас будем вместе, и наконец-то случится все то, о чем мы с тобой мечтали. И вот у него ровно в этот миг так шторки такие, знаете, так, нафиг она мне нужна? Что-то как-то я поторопился, что-то... Так, слушай, Ален, как бы ты там подожди, да, подожди, там коней ты не гони, пока не уходи от мужа, заявление забери. Или там ты уехала уже, да, ну окей, поживи пока в гостинице, я пока тебя не могу забрать. То есть здесь вот какая-то такая фигня, понимаете? И он смакует вот этот момент, когда вы сейчас говорите «нет», ему хочется вас завоевать, ему хочется доказать свою значимость нарциссическую, но он уже в голове простроил, да, что вот вы сдаетесь, вы его любите, ради него меняете свою жизнь. И он такой говорит: ой, слушай, ну нет, ты мне не очень нужна. Или: а помнишь, я тебе был не нужен. Так вот, момент сатисфакции настал. Понимаете? То есть здесь в чувствах идет такой перекос странный, просто какой-то. Я бы сказала, что здесь человек нездоров. Он психически не очень здоров. Понимаете? Хорошо. Давайте посмотрим, что он будет делать в ближайшее время, да, и какой-то совет вообще для вас. Что он будет делать? Значит, он строит сейчас какие-то планы по завоеванию, по тому, чтобы обмануть вас. Он будет проявляться в вашу сторону. Пока еще он каких-то шагов не делает, но он будет проявляться в вашу сторону, пытаясь обойти какие-то ваши запреты, какие-то ваши блокировки, может быть, или расстояние между вами. То есть этот человек или будет писать вам, или будет звонить, или даже приедет. Вот. И он будет давить на некую кармичность вашей встречи. Ему самое главное сейчас добиться разговора с вами. В разговоре он будет говорить о том, что вы великолепная звезда, и что для него просто великая честь получить ваше внимание, великая честь добиться вашего расположения. И здесь человек будет говорить о том, что мы же с тобой не случайно встретились, мы с тобой там виделись в прошлых, позапрошлых жизнях, и нам нужно с тобой эту любовь допрожить. Ты для меня все, и я для тебя тоже все, просто ты об этом пока не знаешь. То есть он будет завоевывать вас самыми бесчестными методами. Просто вот врать и чесать все то, что на язык легло, лишь бы вы поверили. Смотрите, даже говорить не дает. Вот. Значит, здесь мужчина будет говорить о том, что он мечтал о вас, что он не спал ночами, что он хочет вернуться. Возьми меня, пожалуйста, хоть как-нибудь, хоть какого-нибудь. Это все манипуляция. Это все манипуляция. Это все вступление в битву с вами. То есть человек готов сейчас сдаться, показать, что он принял какие-то ваши условия, что он решит все ваши проблемы и все ваши недовольства будут ну, как-то сглажены, да, но только прими меня назад. А дальше начнется какая-то обработка. Я вам даже больше скажу, здесь человек усиленно, ментально пытается вас пробить по Луне, то есть он как будто бы специально о вас думает. Он сидит, вот прям, знаете, как бы
продалбливает этот тоннель в вашу голову. И вот продолбав его, да, закидывает туда какие-то мысли. А мысли это такие, надо ему написать. Я соскучилась, что-то меня тянет, что-то какие-то у меня внутри крючки. Вот прям как канатом меня вытягивает. Вот если у вас есть эти мысли, вы мне поверьте, это он их туда заложил. Потому что это его намерение. Здесь просто какой-то дьявол, а не человек. Понимаете? И ну, вот что-то у него с психикой не в порядке. Понимаете, когда человек хочет отношений, да, когда он хочет нормальных отношений, он думает не о таких вещах. Он реально думает, у него там или сносит крышу, я эту женщину хочу, я ее люблю. А если человек серьезный, да, он начинает думать, что я могу сделать для этих отношений, где мы будем жить. Да? Ну вот какие-то элементарные вещи, они же должны обдумываться. А здесь вот только нет, сейчас я ее получу, заберу, потому что она мне сказала нет, мне, королю вселенной. Она мне сказала нет. Получу, а потом уничтожу. Вообще жесть какая-то. Хорошо, совет для вас, да. Но чтобы это не звучало как мой совет. Возьмем совет от высших сил для вас. Потому что мой-то совет здесь однозначный. Ну, здесь тоже такой, знаете, игрок на самом деле непростой. Непростой вы игрок. Значит, какой совет? Ну, безусловно, здесь вам советуют не возвращаться к прошлому. Когда он появится, когда он начнет вас дергать за ниточки, да, здесь совет не вестись, короче, на это прошлое. Дальше. Совет обратиться к своей интуиции. И хорошенько подумать, потому что, может быть, что-то из того, что я сказала, вас оттолкнуло. Вы сказали, нет, 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 такого не может быть, он такой хороший. О чем она? Он вообще мягкий, пушистый человек или очень порядочный, благородный, да, зачем она так говорит? Если у вас есть отторжение, сомнения, да, прислушайтесь к своей собственной интуиции. Здесь идет, ну, скажем, совет обратиться к вашей внутренней жрице, раскрыть вот эти шторы своей собственной души, за которыми может находиться ответ, кто этот человек для вас и что вам действительно делать. Здесь говорится о том, что ваша интуиция, она вам поможет, потому что вы уже все и так знаете. Вот. У вас есть надежда. Эта надежда еще держит вас в этих отношениях. Надежда, а вдруг он тот самый? А вдруг это действительно любовь? Может быть, последняя любовь в моей жизни. Может быть, настоящая любовь в моей жизни. Понимаете? То есть у вас есть вот эта надежда, которая вас цепляет, которая является крючком, его крючком. И, конечно, вы всегда будете сомневаться, да, и так это или не так, и правильно ли вы сделали, да, вот, если, ну, что вы отказались от этого человека. А здесь вообще, по сути, он уже выполнил свою роль, свою функцию, он включил в вас звезду, у вас открылись какие-то способности через этого человека, ну, и здесь надо заканчивать, да, ну, то есть, по сути, как бы он сыграл свою роль, ну, всему конец, пора закончить. Но вы все еще цепляетесь за какие-то воспоминания, за какие-то иллюзии, за свое представление о любви, о нем. Вот как бы совет вполне себе конкретный. Откройте створки своей собственной души, прислушайтесь к интуиции. Вы и так все знаете. Кто он для вас, к чему он идет и к чему он ведет вас. А проявляться он будет, и завоевывать он вас попытается. Ну что, мои дорогие, благодарю вас за ваше внимание. Как обычно, хочу пожелать вам только одного: встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео.
Пока-пока.